Пожиратель Луны. Значимый и почитаемый титул в Лофу Сянчжоу, который присваивается верховному старейшине Видьяхара, возглавляющему общину. Его историческое происхождение связано с союзом, образовавшимся после того, как Видьяхара объединились с Сянчжоу. Считается, что в ходе этого союза в Лофу была перевезена вся водная артерия чешуйчатого ущелья из родного мира Видьяхар, включающая священные воды лунных глубин. Примерно через 300 лет после создания этого союза Юби, выдающийся пожиратель Луны той эпохи, принял судьбоносное решение затопить весь водный ландшафт чешуйчатого ущелья, чтобы помочь Лофу запечатать древо амброзии. Этот поступок был воспринят уроженцами Сянчжоу как жест глубокой благодарности по отношению к Видьяхара, а некоторыми представителями сообщества Видьяхар как ответная благодарность за то, что они предоставили им дом на Лофу. Впоследствии Дань Фэн стал пожирателем Луны и присоединился к облачному квинтету. Вместе они совершали множество выдающихся подвигов. Отбили вторжение барисинов на Таласу, разрушили союз хоуинмов в Вингвиверов в оси изобилия, спасли Сянчжоу Юкэ, победили живую планету Кету Мираж. Дань Фэн стал одним из самых выдающихся и плодовитых лидеров Видьяхара своего времени. Однако со временем облачный квинтет распался, а сам Дань Фэн оказался втянут в серьезную передрягу. Его действия были расценены как мятеж против Сянчжоу, что привело к темной главе в истории Видьяхара, известной как Смута Пожирателя Луны. Это событие привело к периоду сильных волнений в сообществе Видьяхар Лофу. Тогда образовались группы либо в поддержку Дань Фэна, либо на стороне Сянчжоу. В конце концов, Дань Фэн был схвачен, и его наказание было приведено в исполнение через перерождение. После перерождения он был заключен в тюрьму, а затем изгнан из Лофу. После этих событий следующим пожирателем Луны была избрана Леди Бэйлу. Однако было отмечено, что она не унаследовала тот же уровень сил, что и ее предшественник. Сложные знания о трансмутации Видьяхар, являющиеся отличительной чертой титула, не были переданы ей в полной мере, возможно из-за невыполненного арканум трансмутации. Чтобы избежать повторения подобной ситуации, Юнь Ю, служительница молодой верховной старейшины Бэйлу, приняла превентивные меры. По заказу лучших мастеров она создала пилорический рог дракона, устройство, ограничивающее силу Бэйлу, находящееся на ее хвосте. Этот шаг был направлен на предотвращение возможного злоупотребления силой, которое могло бы привести к катастрофическим последствиям. На протяжении истории несколько известных личностей занимали уважаемый пост Пожирателя Луны, в том числе Юби, 90-е известное воплощение, Дань Фэн, а также действующий Дань Хэн, принявший облик своей предыдущей жизни. В заключение следует отметить, что титул Пожирателя Луны имеет большое значение в Лофу Сянчжоу, символизирует лидерство и ответственность верховного старейшины Видьяхара в их взаимном союзе с Сянчжоу. Богатая история его носителей отмечена не только выдающимися достижениями, но и проблемами, а также необходимостью проявлять мудрость и сдержанность при использовании данной им силы.